Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки спицами. Простая такая вот моделька. Наверное, этот узор вам многим знаком, но я немножечко внесла, как всегда, свои изменения. И вот такая вот у меня туфля получилась. Вяжутся просто, быстро. Ну, у меня, как всегда, все просто. Значит, на размер они у меня будут 37-38. Я вот зеленый на размер 38-39 отвязала. В процессе вязания сколько где петель набирать буду это озвучивать. Это у меня большой размер. Здесь я по мыску набирала больше петель. Сегодня буду вязать 37-38, небольшой. Вязание начну с мыска. Сначала отвяжу верхнюю часть спицами номер 2,5. Потом перейду на круговые спицы номер 3. Отвяжу боковые части, обвяжу. И перейду к подошве. Подошва у меня уплотненная, со снятыми петлями. И закончу задником. И сделаю обвязку. Вот так вот я их буду вязать. Почему я вяжу боковые части спицами номер 3? Потому что здесь у меня идет платочная вязка. Она немножечко стягивает. И вот эта вот резинка со снятыми петлями, так скажу, по подошве, она тоже вот стягивает вязание. Поэтому я взяла спицы на пол номера больше. Вот так вот. Так вот, носочек такой получился. Значит, пряжа у меня акрил стопроцентный. Что это вот в этот раз? Турецкий акрил в 100 граммах, 225 метров. Но один моток, она у меня разная. Акрил одинаковый, но в этом мотке 240, насколько я помню. Поэтому разная марка двух ниток. Значит, за пряжу сказала. Теперь размер увеличивать будем вот эту вот часть по длине добавлять. Значит, на 37-38 сегодня вот я сделала свой расчет. Желтые вот эти вот у меня не проходят. Значит, я, например, набрала по мыску 11 петель. А вот на размер 38 он до 40 проходит. Я по мыску набирала 15 петель. Точно так же по боковой стороне на пару петелек оставляла больше. И по длине на пару рядов больше. Отвязанные детали я буду замерять вам в сантиметрах, чтобы легче было сориентироваться, так сказать. Значит, по подошве они у меня 23 сантиметра. Ну, на растяжку еще пускаю 1,5-2 сантиметра. Так что вот так вот я их примерила. Эти на 38-39 прошли нормально, отлично. Ну и эти немножечко уменьшила. Вот на манекен, на соседку прикинула. 37-38 сидят хорошо. Значит, такие вот каждодневные. Пока смотрела вечером сериал, сразу хоп, и тапок отвязался один. Переходим к вязанию. На спице номер 2,5 я набрала 11 петель обычным способом. Значит, первый ряд все провязываю лицевыми. Первую провяжу я. Все до конца вяжу лицевыми. Последнюю провязываю изнаночной. Кромочную провязываю изнаночной. Значит, вяжем лицевыми. Следующий ряд все провяжу изнаночными. И третий ряд опять все провяжу изнаночными. А потом перейду к узору. Так, первый провязала лицевыми. Теперь первую снимаю. Провязываю все изнаночными. Вяжем до конца изнаночными. И по изнаночной стороне опять провяжем изнаночными. Довязываю изнанку, да, изнаночными петлями. И сейчас у нас будет лицевая сторона. Начало узора. Я по изнанке буду менять цвет. Подвязала коричневый цвет. У меня два цвета. Желтый и коричневый. Сразу последнюю провязала новым цветом. Теперь первый ряд узора коричневым цветом. Значит, это мы снимаем. Первую провязываю лицевой, одну снимаю. Одну провязали лицевой, одну снимаю. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель вместе с кромочной. Так, следующая в первом ряду. Вот в нижнюю петельку, смотрите. Не хочу близко подносить, потому что у меня тут такая система, ракурс падает. Вот ввожу спицу в петельку. Еще раз.
ввела спицу, первую вытащила. Сейчас мне нужно будет набрать 5 петель. Нить завела наперед, опять ввожу спицу, делаю один такой вот накид, захватываю петельку, вытащила, опять нить вперед, но это процесс идет все намного быстрее, просто медленно, опять завела, опять у меня накид, еще одну вытащила. Получилось 3 раза я спицу ввела с накидом, вытащила петельки. Первую мы набрали и 2 раза с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 петель. Сбрасываем эту желтую. Вот, все. Далее одну снимаю. Желтую сняли, не провязывая. Одну провязали лицевой. Одну снимаем, одну провязываем. Последнюю провязываю кромочной. Ой, кромочную провязываю изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Изнаночная сторона в процессе по ходу всего вязания будет вязаться одинаково. Первый ряд я пройдусь, дальше я изнаночные ряды снимать на видео не буду. Так, провязанная коричневая петелька, провязываем ее лицевой, снятую петельку снимаем, не провязывая. Нить опять вперед перевели, провязали лицевой, нить опять на изнаночную сторону, снятую петельку снимаю, не провязывая. Вот эти вот 5 петель набранных все провязываю лицевыми. 1. Так, теперь здесь надо их вот по порядку, чтобы шли. 2, 3, 4, 5. Провязала. Опять далее повтор. Сняла, провязала. Лицевой. Одну сняли, одну провязали. Последняя петелька. Следующий ряд у меня будет желтым цветом. Последнюю провязываю желтым. Я вот так вот делаю. Перешли на лицевую сторону. Все вяжу желтым цветом лицевыми. 4 ряда сейчас буду провязывать лицевыми петлями желтым цветом. У нас сейчас получится, что в каждом ряду вот справа и слева прибавится по 2 петельки. Так, далее вяжу все лицевыми. Возвращаюсь лицевыми. И так еще 2 раза. Всего 4 раза. Все вяжем до конца лицевыми. Вяжу плотно. Последняя кромочная, изнаночная. Смотрите, один ряд провязали, возвращаемся по изнанке. У нас будет 2 дорожки изнаночных, вот таких вот 2 дорожки. Провяжем, значит, вот эти 4 ряда самостоятельно. Я к вам вернусь, пойдем вязать дальше. Провязала 2 дорожки вот такие, 2 ряда зубчиков. Перехожу на коричневый цвет. Опять все вяжем точно так же, как в первом ряду. Только у нас было в начале 5 петелек, теперь у нас из-за накидов добавилось еще 2. Получится, что у нас 7. Так в каждом ряду будет прибавляться по 2. Так, первую снимаю. Что у нас здесь было? Одна петелька лицевая коричневым. Одну снимаю. Одну провязываю лицевой, одну снимаю. Нить за работой. Одну провязали, одну сняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дошли до середины. Средняя петелька. Я ввожу спицу вот в дырочку вот сюда, понятно. Захватываю ниточку. Одну петельку набрала. Сразу можно делать накид, но я, чтобы было более понятно, ее придерживаю. Опять ввожу спицу. Нить перевожу. Придерживаю. Захватываю. Еще одну вытащила. И третий раз. Опять ввела. Нить перевела. Все, у меня 5 петель здесь. Сбрасываю эту. Далее вяжем точно так же, как вязали правую сторону. Одну снимаем, одну провязываем, одну снимаем, одну лицевой провязываем,
Одну снимаем, одну провязываем. Последняя изнаночная у меня. Все, перешли на изнаночную сторону, все, вяжем по узору. Провязанные петли я провязываю лицевой петлей, нить перевожу назад, снятую петельку снимаю, не провязывая, опять нить вперед, провязанную петлю провязываю, коричневая у меня, провязываю лицевой, нить назад, сняла, нить перевела, все провязали, сняли, провязали, сняли, провязали. Средние петли провязываем набранные все лицевыми. 1, я их разравниваю, чтобы здесь накид и провязанные чередовались. Провязываем их все лицевыми. Один, два, три, четыре, пять. 5 петель провязала. Коричневый цвет не очень хорошо видно. Теперь опять нить назад и точно так же одну сняли, одну провязали, одну сняли, одну провязали. Следующие 2 ряда у нас будет все желтым цветом. 2 дорожки, 4 ряда, ну 2 полных ряда. Перешли на желтый цвет, все вяжем лицевыми. И опять повтор с первого ряда. Так, провязываю 4 ряда все лицевыми. Довязываю последний ряд. Так, теперь у нас что здесь? Сейчас мы будем переходить опять на узор коричневый цвет. Последнюю провязала коричневым. Перешла на лицевую сторону. У меня было 5, 7, теперь у меня 9. Все, так в каждом ряду прибавляется по 2 петельки. Все то же самое теперь провязываю опять. Еще раз один пройдусь, а дальше уже будем сами. Одна лицевая, одну сняла, одна лицевая, одну сняла, одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли, провязали 2, 4, 6, 8, 9. Теперь средняя петелька, набираем из средней, провязываем 5 петель. Опять я ввела ее с накидом, вытаскиваю еще одну и третий раз ввожу спицу, опять с накидом вытаскиваю еще одну петельку. Все, 5 петель набрала, сбросила, одну снимаю, одну провязываю, одну снимаю, одну провязываю лицевой. Идем до конца ряда. Изнанку вяжем по узору. Значит, провязала я с вами 3 раза. Теперь что делаем сейчас дальше? Это у меня, как я сказала, 37-38. Не маленький. Кто подумает, что очень маленький мысочек, это все еще обвяжется, чтобы у нас вот потом будет вот такой красивый мысок. Значит, на размер, если у вас больше 38, набираем 15 до петель и расширяем. Я вот и на 37-38, и на 39-40 провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На белом фоне лучше их видно. На зеленом, на белом. 7 раз вот провяжу. К вам вернусь. Замеряю в сантиметрах высоту. У меня должно быть по ширине 39 петель, если мне не изменяет память. Довяжу до конца. Просчитаю все петли, замерю в сантиметрах и пойдем вязать дальше. Сейчас самостоятельно провяжем 7 раз вот этот вот узор, то есть высоту нашего мыска. Вяжем. Закончила я вязать мысок. На спицах у меня, как я и говорила, 39 петель. Теперь сейчас я начну вязать боковые стороны. Замеряем его. Так, ну вот от верха 9 сантиметров в высоту. И в ширину, как бы здесь ширину замерить в самом широком месте, вот, ну вот 11,5.
Так, теперь что я буду делать дальше? Сейчас буду вязать боковушки. Смотрите, боковушки буду вязать вот таким вот узором. Он достаточно такой вот плотный, как я считаю. Значит, можно, кто не хочет вязать узором, можно провязать платочным вязанием, все лицевыми. Кому интересен этот узор, оставайтесь со мной. Будем вязать сейчас таким вот узором. До 5 я провяжу по лицевой стороне, если посчитать, сразу забегу вперед. Вот по каждому ряду 25 раз я провязала. Так, теперь по 14 петель у меня будет по боковым сторонам. Средние петли, это получается сколько? 11 петель останется, я их потом закрою. Сейчас вот эти вот мы оставим, можно взять их на булавку или на нитку собрать, чтобы не мешали. Сначала провяжу одну сторону. 14 петель. Первый ряд все провязываю лицевыми. Все вяжем до конца лицевыми. Пришла в конец ряда, последняя 14 петля, кромочная, провязываю ее изнаночной. Перехожу на изнаночную сторону. Ой, нитка развязалась. Узор буду я вязать по изнаночной стороне. Начну вязать узор. Значит, первый ряд, он всего из 2 рядов состоит узор. Потом будем менять просто в шахматном порядке. Первую петельку снимаю. 1 лицевая. Нить перед работой. Теперь между 2 петельками провела спицу и вытягиваю петельку. Вытянули петлю, вторую снимаю. Все. Следующая 1 лицевая. Опять нить впереди, спицу ввели, 1 петлю вытащила, снимаю. Получилась такая вот двойная петля у нас. Следующая 1 лицевая. Вытягиваю 1 петельку, петлю снимаю, 1 лицевая. И так я вяжу до конца ряда. Спицу между 2 петлями ввела, захватила нить, набрала петельку, сбрасываю вторую, следующая лицевая. Опять вытащила 1 петельку, сняла, нить назад, 1 лицевая. Так, и в конце опять вытащила, сняла, и тут уже получится изнаночная. Так, перешли на лицевую сторону. Теперь первую снимаю. Двойную петлю я буду провязывать лицевой. Вот это вот двойная, которую мы ее снимали. Мы ее провязываем лицевой. Следующая у нас изнаночная. Та, которую мы провязывали лицевой по изнанке, по лицевой стороне мы ее провязываем изнаночной. Опять у нас идет вот двойная петля. Провязываю лицевой, изнаночной. Получается, что 1 лицевая, 1 изнаночная. Двойную я провязываю лицевой, далее 1 изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Двойную петлю лицевой, 1 изнаночная. Все. Первый, второй ряд, вот такой узор. Сейчас будем по изнанке вязать все то же самое, только в шахматном порядке. За задние стенки я вяжу, вот захватываю. 1 изнаночная и кромочная, изнаночная. Так, теперь на изнанку переходим. Первую снимаем. В первом ряду у нас мы провязывали первую петельку лицевой. Сейчас я буду делать наоборот. Делать двойную петельку. Теперь меняю местами. Опять ввожу спицу. Вытягиваю петлю. Снимаю 1. Все. Изнаночную петлю провязываю теперь лицевой. Так.
Опять вот у меня лицевая, изнаночная, между ними ввожу спицу, вытягиваю петельку, следующую снимаю, одна лицевая. И так до конца ряда. Все точно так же. Между двумя петлями ввела спицу, вытаскиваю петельку, одну снимаю, следующая лицевая. Так, опять вот у нас лицевая, изнаночная, ввела опять спицу, вытащила петельку, снимаю. Следующая изнаночная петля выглядит как изнаночная, я провязываю лицевой. Опять нить перед работой, ввела спицу, вытащила, сняла, лицевая. И последняя лицевая и кромочная. Провязали. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаю. Теперь что у нас идет? Первая у нас идет изнаночная. Провязываю ее изнаночной, двойную следующую петельку провязываю лицевой. Вяжем одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, двойная петля, провязываю ее лицевой. Так идем до конца ряда. Следующий ряд по изнанке, повтор с первого ряда. Так, что у нас тут получилось? Вот так вот. Получается вот такие, как волны, дужки, только в шахматном порядке не идут. Так, опять перешли на изнанку. Первый ряд, с чего мы начинали? Первая у нас была одна лицевая. Поехали. Одна лицевая. Нить перевели вперед перед работой. Теперь лицевая, изнаночная. Вводим спицу между двумя петлями. Вытащили. Петельку сбросили, сняли, не провязывая. Нить назад. Следующую провязали лицевой. Опять спицу ввели. Нить вытащили. Сняли. Следующая одна лицевая. Так идем до конца ряда. Вытащили, сняли, одна лицевая, одна лицевая. Опять нить ввели, ой, спицу ввели, вытащили петельку, одну сняли, одна лицевая. Все, кромочную провязала изнаночной. Лицевая сторона. Все продолжаем вязать, так как мы вязали второй ряд. С чего у нас начинается? Двойная петелька. Мы ее провязываем. Лицевой за заднюю стенку я провязываю. Следующая изнаночная за переднюю. Двойная петля. Провязали лицевой, изнаночную, изнаночная, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Все, так я буду вязать до самой пятой. Довяжу нужную мне длину, замерю 5 сантиметров это все, ширину, длину, сколько у меня там получится. Потом закроем посередине петельки и будем вязать вторую сторону. Так вот. Видно, да? Значит, сейчас вяжем до пятой. Довяжем нужную нам длину до пятой, я к вам вернусь. Закончила вязать боковую сторону. Закрыла петли. Вот такой вот узор получился. Значит, в последнем ряду по изнаночной стороне я провязала все изнаночными и по лицевой закрыла петельки. Сейчас это замерю. Девочки, вы знаете, я вам сказала 25 рядов у меня, я ошиблась. 21 ряд я провязала. Это сразу 3 пары, когда вяжешь, каждая на размер больше. Вот шарики за ролики зашли.
Сейчас замерю это в сантиметрах. Так что у меня вверх 21 вот этот вот узор, плюс один ряд изнаночными и закрыла. Значит, так, вот от разъема и до конца 11 сантиметров у меня. Все, теперь подвязала ниточку. Сейчас средние 11 петель закрою, останется 14 и буду точно так же вязать вторую сторону. Теперь по 2 петельки вместе закрываю. Так, что тут у меня соскочило? Сильно тут не затягиваю, потому что потом, когда буду обвязывать, я подушку буду поднимать, чтобы здесь было не сильно затянуто. Так вот по 2 вместе провязываю. Так вот этот вот узелок я потом развязываю, и вот этот вот край подтягиваю ниточку, чтобы не было здесь проема. Закрыла средние петельки, 14 петель, провязываем все до конца лицевыми петлями, и по изнаночной стороне опять начнем вязать первый ряд узора. Так, сейчас до конца все вяжем лицевыми. Перешли на изнаночную сторону, и первый ряд узора вяжем точно так же, как мы вязали эту сторону. Может у вас быть другой узор или другое вязание. Значит, первую я снимаю, только теперь я буду не с лицевой начинать, а вот с 2 петель. Спицу ввела, петельку вытащила, сняла одну, следующая лицевая, чтобы 2 стороны, чтобы совпадали у меня, поэтому я вот с этой стороны начала по-другому. Так, двойную сделали, одну лицевую провязали, опять у меня двойная петелька, спицу ввела между 2 петельками. Кто в первый раз не видел, еще раз покажу. Вытащила петельку, снимаю, нить назад, лицевая. Все. Так вяжем до конца ряда. Так, пришли в конец ряда. Снимаю. Последняя у меня здесь получается лицевая. Кромочную провязываю изнаночной. Все, переходим на лицевую сторону и точно так же все вяжем, как вязали предыдущую сторону. Что у нас здесь начинается теперь с изнаночной? Мы эту изнаночную провязываем изнаночной петлей. Далее идет двойная петля. Я ее провязываю лицевой за заднюю стенку. Вот. Я и так все петли так вяжу, но думаю, скажу, часто спрашивают, как вы вяжете. Так, что у нас дальше? Одна изнаночная, одна лицевая, двойная лицевая, двойная петелька, провязываю лицевой, изнаночная, изнаночная. Вяжем до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее идет у нас повтор с первого ряда в шахматном порядке. Все точно так же. Значит, сейчас довязываем эту сторону опять до пятой. Закрываем петельки. Нить не обрезаем. Я вернусь к вам, начнем делать обвязку. Вяжем вторую половину. Закончила вязать вторую половину. Закрыла петли. Значит, по ширине я не замеряла, по-моему. Сколько у меня по ширине? Вот 5 сантиметров у меня боковая часть. Теперь на спицы, на круговые, на лёстки у меня спицы. Сейчас по всему слитку, по краю я наберу петли. Под 2 дужками я набираю крючком. Можно это набирать спицей, кому как удобно. Под 2 дужками захватываю ниточку, набираю петельку. Так, набираем петли, следим за тем, чтобы вот эти вот боковые стороны было одинаковое количество петель у нас.
Значит, наберем петельки и второй ряд будем вязать со снятыми петлями. Так, по одной набираю. Набрала петли по всему слитку. Значит, вот эта вот боковая часть у меня получилась 25 петель по моим расчетам. Я набрала здесь 25, мысок боковая часть 21, впереди 11 и точно так же здесь 21 и 25. Значит, теперь первый ряд по изнанке. Перетяну спицы. Так, первую снимаю. Одну провяжу лицевой, нить за работой, одну снимаю не провязывая, одна лицевая, одну снимаю не провязывая, нить сильно не натягиваю и свободно сильно не бросаю. Одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли. Так буду вязать до конца ряда. Одну провязала лицевой, одну сняла. Далее перешли на лицевую сторону. Первый ряд провязываю изнаночными петлями, и все остальные ряды тоже буду вязать изнаночными петлями. Высоту у меня получилось 1, 2, 3, 4, вот 4 дорожки. Закончила я лицевыми. У меня получилось здесь 4 дорожки, это 8 рядов, и последний вот лицевой 9 рядов. Высоту сколько это вот в сантиметрах? 2 сантиметра. Значит, провяжем сейчас вот эту вот высоту и перейдем к подошве. Подошву буду вязать на средних 9 петлях. Последний ряд у меня получилось лицевыми, поэтому я начну вязать изнаночными сейчас. 9 петель и буду расширять. Расширю до 15. Вы расширяйте, может быть, у вас будет немножко меньше, может быть, больше. Ориентируйтесь по своей пряже, по своему размеру. Значит, сейчас все эти 9 петель провязываю изнаночными. Все провязываю изнаночными петлями. Последняя тоже провязываю изнаночной. Что тут у меня? Петля перекрутилась. Развернулись по изнаночной стороне. Опять провязываю все изнаночными. И из боковой спицы буду добавлять по одной петельке. Первую снимаю. Все вяжу изнаночными. Довязываю изнаночными ряд до конца. Добавляю одну петельку с боковой спицы. Добавила. Так, перешли на лицевую сторону. Я добавила лицевой, провязала ее. Теперь первую снимаю. И все остальные опять провязываю изнаночными. Все до последней петельки вяжем изнаночными. Последнюю провязала, одну добавляю с боковой спицы. Все, подтянули здесь. Разворачиваемся наизнанку. Опять все вяжем изнаночными и по одной петельке буду добавлять. Так расширю мысок. Потом перейду на вязание со снятыми петлями. Так, вяжем. Вяжем, расширяем. Заканчиваю расширять мысок. Последний ряд у меня по изнанке. 15 петель я набрала. Последние 2 петельки теперь я буду соединять по изнаночной стороне изнаночной петлей. Перехожу на лицевую сторону. Так, далее, как я буду вязать дальше. Первую снимаю. Одну провязываю лицевой. Одну петельку снимаю, не провязывая. Одну провязываю лицевой, одну снимаю. Одну провязали лицевой, одну снимаем. Так идут до конца ряда. Одну сняли, одну провязали, одну сняли, одну провязали. Последняя одну провязали лицевой и последняя кромочная. Соединяю с петлей с боковой спицы
2 вместе провязываю лицевой петелькой. Соединили. Перешли на изнаночную сторону, все вяжу изнаночными. Последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной петлей по изнанке. Так, вяжем все изнаночными. Так что у нас здесь последняя петля, провязываю изнаночной по изнанке, переходим на лицевую сторону. Все точно так же продолжаем. Так я буду вязать всю подошву. Первую снимаю, 1 лицевой петлей провязываем, 1 петлю снимаем, 1 лицевая, 1 сняли, 1 лицевая, 1 сняли. Идем до конца ряда, провязали. Последняя, 2 петельки вместе, провязываю лицевой. Все, изнаночная сторона, все вяжем изнаночными. По лицевой стороне 1 провязываем, 1 снимаем. Так провяжем всю подошву до последней петельки. Вот такой вот мысок получается. Ой, спицы эти вот так вот хорошо он выкладывается. Довяжем до конца. Я к вам вернусь и закончим пятку задних вязать. Закончила вязать подошву. До последней петельки дошла. Теперь что делаем? Примеряем. Так, все нормально. До пятки довязала. Примерили. Переходим на пятку. Так, что я сделаю? Сейчас с каждой стороны наберу петельки. Здесь я с этой стороны закончила. Если вы закончите с этой стороны, значит начнете набирать петли справа. У меня закончилась слева. Так, набираю по 2 дужками. Наберу петли. Так. У меня всего получилось 17 петель. Сейчас вот последнюю 17-ю наберу. Развернулась. Все провяжу эти 2 спицы изнаночными. И точно так же наберу на второй стороне петли. Так, первую снимаю. Ух, петля слетела. Провязываю в этот раз все изнаночными. Я обычно лицевыми провязывала, но раз у меня по подошве идут изнаночные, решила провязать здесь тоже изнаночными. Провязываю. Так, довязываю до конца. Последняя петелька у меня была не закрытая. Я их соединяю. 2 вместе изнаночные провязала. Теперь по лицевой стороне набираю на этой стороне петли. Точно так же наберу и вернусь обратно лицевыми и продолжу вязать пятку. По 2 дужками вытягиваю петельки. Опять же наберу 17 и вернусь лицевыми. Провязала петли. Теперь перехожу петли подошвы, продолжаю вяжу пятку. Точно так же, как закрывала подошву, буду продолжать закрывать пятку. Так, что у меня здесь? С боковой спицы петли провязала. Так, первую я здесь ее сниму. Лицевая, 1 снимаю, 1 лицевая, 1 снимаю. У меня 15 петель. Так я провяжу все петли. Ух, нитка закончилась. Так, последняя петелька. Теперь можно 2 спицы перейти. Последнюю петельку провязываю 2 вместе лицевой. Все точно так же. Подошва продолжается у нас, переходит на пятую. По изнаночной стороне мы все вяжем изнаночными. Последнюю петельку соединяю точно так же изнаночной петлей. Так, 15 петелька, вот она.
Соединяю ее, 2 петли вместе изнаночной провязала. Все, перешла на лицевую сторону, продолжаю провязывать петли пятки, закрываю по одной петельке с боковой стороны, провяжу все петли на боковой спице, закрою петли и начну делать обвязку. Так, вяжем задник, закрываем все петельки. Сняли, провязали, а я камеру не выключила. Все, я закончила. Вот такой вот следок получается. Закрыли петли по пятке. Теперь дальше на спице номер 2,5. Вот у меня последняя петелька. Я буду набирать петли, но в этот раз буду набирать вот за заднюю дужку. Вот у нас кромочная проходит 2 дужки. Я вот за заднюю буду набирать. Так. Сейчас этот узел подтянуть надо. Ввожу крючок, вот петелька, вытаскиваю, подтягиваю, набираю петли. Так, наберу петли по всему следку. Следующий ряд провяжу изнаночными, потом один ряд лицевыми и еще один ряд изнаночными. Если петелек будет много, то во втором ряду, когда будем провязывать лицевыми, лишние петельки можно провязать по 2, убавить. У меня будет 66 петель, я убавлю до 62. Так, набираем. Набираю петли, хотела вот остановиться на средней части. Опять за заднюю дужку подняли. Вот здесь аккуратненько, чтобы это все у нас красиво было. Подтянули, перешли сюда, вот опять она. И вот опять косичка. Вытащили. Ввели крючок. Вытаскиваем. Все. Так, наберу до конца все петли. Значит, набираем петли, один ряд провязываем изнаночными, один ряд лицевыми, еще один ряд изнаночными. Набрали петли, первый ряд провязала все изнаночными, следующий второй ряд провяжу все лицевыми и еще один ряд провяжу все изнаночными. Равномерно уменьшу по 2 петельки с боковой стороны, они у меня лишние, мне 62 петли будет достаточно. Так, сейчас свяжу лицевыми и закрою по 2 петельки. Можно было, конечно, это сделать и в первом ряду, но я решила вот лицевыми убавить. 2 петельки просто провязываю вместе. В начале ряда и в конце ряда сделаю. Все, далее провяжу все лицевыми опять. Плотненько, плотненько. Еще раз убавлю, еще 2 петельки. Все, так, довязываем до конца, закроем петли. Провязала я 3 ряда, последний закончила изнаночными и закрывать буду все петельки изнаночными. Значит, закрываю последний ряд петли, 2 вместе,
провязываю изнаночной. Сильно не затягивайте, но сильно свободно не бросайте. 2 вместе изнаночной. Так, довязываем до конца. Так, и последняя петелька. Все, довязали. Теперь сейчас вот эту вот ниточку. Да что ты? Соединим вот это вот, чтобы у нас здесь было все аккуратненько. В общем, попрячем хвостики. Хотела по-быстренькому, ну, как всегда. Закрепим здесь все ниточки, спрячем хвостики, вот так вот закроем. Вот что у меня такое получилось. Вот такой вот вперед, вот такой вот мысок. Где мой манекен? На этом, девочки, сегодня все. Всем спасибо за просмотры, за комментарии. Я все читаю, все вижу. Вот разные манекены, но второй не нашла. Красота. Всем пока-пока. Увидимся.